Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? Трудолюбивее, аскетичнее, идеальнее. Владимир Путин мечтал. Один небольшой фокус Кремля вывел на сцену другую версию Путина, запустив целую фабрику иллюзий. Это Владимир Путин и тайные комнаты. Привет, меня зовут Елизавета Сурначева. Это видео расследовательского проекта «Система». Здесь мы расскажем вам о том, как окружение Путина скрывает его местонахождение, как Кремль физически построил целый театр для своего одного актера, и как мы смогли разгадать самую страшную российскую государственную тайну при помощи нескольких простых предметов. Оценку этой истории вы дадите сами. Делитесь мыслями в комментариях, если это для вас безопасно. Вместе с нами экскурсию в удивительный мир путинской безопасности вам проведет социолог, кремлинолог Константин Гааза. Всем привет! Меня зовут Константин Гааза, я социолог, уже больше 15 лет. Я занимаюсь проблемами российской власти, российской бюрократии и того автократического режима, который в России построил Владимир Путин. Эта история началась много лет назад. К началу своего третьего срока в 2012 году Путин пришел на фоне массовых протестов. Люди были недовольны нечестными выборами, Единой России, ну и вообще Путиным. Новому старому президенту понадобилась новая старая резиденция. Вскоре после возвращения Путина в президентское кресло в самой известной его подмосковной резиденции, Новоогарева, начался большой ремонт и масштабная стройка. Среди прочего, за несколько лет с нуля был построен представительский корпус. Журналистов туда впервые пустили аж в 2015 году. Обстановка в новом здании сильно отличалась от того, что они привыкли видеть в Кремле и других государственных резиденциях. Ни узорчатых обоев, ни редких ваз, ни вычурных картин. Новый дизайн словно должен был символизировать другого Путина. Адекватного, простого, эдакого не царя, а менеджера на службу народа. Вообще еще Владислав Сурков, бывший куратором российской внутренней политики в течение 12 лет, он вообще еще в 2007 году сказал, что и Путина, и Медведева нужно выводить из темных кабинетов. Что это плохая картинка, это не современная картинка, эту картинку нужно менять. Вот так выглядела официальная декорация. За этой ширмой дворец в Геленджике, аквадискотеки, роскошный спа и десятки усадеб по всей стране. Но давайте вернемся к этой декорации. Последние 10 лет мы постоянно видим Путина именно в этом кабинете. Светло-функциональный кабинет площадью 120 квадратных метров расположен на втором этаже нового представительского корпуса в Новоогарево. За окнами 1,5 километра леса. Так просто с улицы внутрь туда не заглянешь. Там Путин совершает важные звонки, проводит видеосовещания, встречается с людьми. И почти всю пандемию 2020 и 2021 года Путин, судя по сообщениям Кремля, работал именно там. Или нет? В 2020 году издание «Проект» со ссылкой на источники сообщило, у Путина не один такой кабинет, а целых 2. Сделано как под копирку. Оригинал в Новоогарево, копия в сочинской резиденции Бочаров-Ручей. Пользователи соцсетей сразу нашли кучу отличий в якобы идентичных кабинетах. В Кремле сказали, что никаких одинаковых кабинетов не существует. Это неправда. Вы знаете, что президент ежедневно проводит публичные мероприятия. Никаких одинаковых кабинетов нет. У президента много кабинетов в разных городах. Он ими пользуется. А что касается, кстати, передвижения самого главы государства, только передвижение любого охраняемого лица, информация об этих маршрутах тоже составляет государственную тайну, кстати говоря. Но то, что там написано в этой компиляции, это неправда. Однако оказалось, что страшная государственная тайна все это время лежала на виду, буквально, на официальном сайте Кремля. И мы ее разгадали. Для этого расследования мы изучили съемки пресс-службы Кремля, сделанные якобы в кабинете Новоогарева за последние 10 лет. Их около 700. Мы рассмотрели их все. Каждую деталь, каждую ручку, каждый тумблер, каждый узор на столе. Все, что попало в объективы камер. Мы отследили маршруты перемещений Путина и его окружения, бронирование гостиниц и командировки сотрудников государственного телевидения. Мы посмотрели десятки выпусков программы «Москва, Кремль, Путин».
И даже путинские галстуки не остались без нашего внимания. Теперь мы можем с уверенностью сказать, у Путина как минимум 3 одинаковых кабинета в 3 разных резиденциях. Кремль использует эти копии для создания видимости, будто бы Путин работает в Подмосковье. На самом же деле значительная часть кадров из якобы Подмосковья были сняты в подставных кабинетах вдали от Москвы. Это было еще, по-моему, когда Путин был премьером. Да, где-то в 2011 году он столкнулся на территории Новоогарева, увидел какую-то группу людей, и он не понял, кто это такие вообще и почему они там находятся. И после этого буркнул кому-то. Они же не говорят, чем они недовольны, да, в смысле личного комфорта. Они буркают. И вот он, собственно, буркнул в том смысле, что развели здесь проходной двор, да. Новый путинский фаворит и летописец Павел Зарубин известен своим вниманием к деталям. Уж сколько времени мы рассказываем о президентских событиях, но и мы никогда не видели, как заваривается президентский чай с помощью президентского самовара. Кипяток через 15 минут будет готов. А еще здесь, смотрите, малиновое варенье, варенье из кедровых шишек, вишня и крыжовник. Это вот, собственно, и есть, да, квартира? Да. Чем вас порадовать? Чем угостить? В своей передаче «Москва, Кремль, Путин» он может часами восторженно рассказывать о любой мелочи, которой прикоснулся российский президент. А здесь та самая ручка. Но иногда именно это внимание к деталям и выдает лишнюю информацию. Посмотрите, как Зарубин анонсирует выход Путина на ежегодную пресс-конференцию. В 2020 году она проходила как раз в Новоогарево. Зарубин утверждает, что и сам находится именно там. И резонно предположить, что значительная часть подготовки к пресс-конференции прошла именно в том помещении. А теперь, внимание, мы никак не редактировали следующий фрагмент. Судя по этим кадрам, сделанным пресс-службой президента. Давайте посмотрим поближе. Вот такую ручку дергает Зарубин. И вот такая ручка у двери, которую открывает Путин. Да и сам Павел просто переодевается на лету. Вот он якобы наверху в кабинете, в галстуке одного цвета. А вот он внизу, готов слушать пресс-конференцию, уже в другом галстуке. Если вы тоже это видите, вы не сошли с ума. Просто свои сенсационные кадры с дверной ручкой Зарубин снимал совсем в другое время и совсем в другом кабинете. А именно в Сочи, резиденция президента Бочаров-Ручей, где они с Путиным были как раз неделю назад и делали вид, что сидят в Подмосковье. Как же мы это поняли? Смотрите, как выглядит настоящий новоогаревский кабинет. Его детальная фотография есть на сайте компании, которая укладывала паркет в резиденции в Подмосковье. Вот дверная ручка, которую дергал Путин. Она находится чуть ниже линии стыка плит на стене. Вот шов на стене, который на всех видео за спиной Путина. Шов как бы продолжает линию стыка плит на соседних панелях. А вот кабинет, в котором Зарубин снимал Путина за неделю до пресс-конференции в Новоогарево. В том же галстуке, в котором он потом дергал дверную ручку. Дверная ручка в этом кабинете находится на уровне линии стыка плит, чуть выше, чем в оригинальном кабинете. А вот шов на стене над спиной Путина в этом кабинете как будто проходит чуть ниже оригинального. Итак, прочертив 2 линии, мы можем с уверенностью сказать, какое помещение использует Путин. Вот Новоогарево. А вот кабинет копия. И снова вот оригинал, а вот копия. Это не экстренный ремонт в кабинете и не случайное искажение перспективы. Мы изучили все выложенные на сайте Кремля съемки так называемых совещаний в Новоогарево. Смещенные предметы появляются на снимках постоянно на протяжении нескольких лет. И, что особенно важно, в разное время. Часто они публиковались вперемешку и даже в один день со съемками из настоящего кабинета. Этакий коктейль из консервов и копий. Вот, скажем, 12 июля 2024 года. 2 совещания, якобы оба в одном кабинете, в Новоогареве. Вот дверная ручка. В час дня на одном месте, а спустя 2 часа на другом. Вот галстуки на Путине. Один и чуть позже другой. Если присмотреться, между 2 вроде бы одинаковыми кабинетами можно найти и другие отличия. Например, подставка для телевизора, по которому Путин проводит свои совещания. Вот так ножки подставки выглядят в Новоогарево. Вот так в другом кабинете. Это как играть в игру «Найди 5 отличий на картинках». И благодаря этой игре мы получили список приблизительных дат, когда Путин пользовался кабинетом копии. Осталось понять, где же он был в эти даты. И в этом нам снова помогла пресс-служба Кремля и сотрудники телеканала «Россия». Вот совещание Путина, которое он проводил в октябре 2020 года. По всем признакам, которые можно распознать на снимках, большинство встреч проходило именно в кабинете дубля. А вот личный оператор Путина, Илья Филатов. Он уже не работает в Кремле, уволился в 2022 году. Но до этого именно он часто снимал на видео президента. Вот его отзыв на сочинский отель «Дагомыс», оставленный на картах Яндекс в октябре 2020 года. Совпадение? Вряд ли.
Дагомыс – это государственный пансионат, принадлежащий управлению делами президента. Именно туда много лет заселяли и журналистов, и сотрудников пресс-службы, и даже личных врачей Путина. И именно там во время ковида коротали карантин те, кто был допущен до первого лица. По своей воле на отдых такие люди туда обычно не ездят. Есть и более убедительные данные. В 2022 году хакеры взломали и выложили в сеть корпоративную почту Всероссийской государственной телерадиокомпании ВГТРК. Среди десятков тысяч писем, скучных технических сообщений и задач там есть приказы на командировки, которые оформлялись сотрудникам, в том числе для съемок первого лица. Вот, например, известный телеведущий Сергей Брилев. Он брал интервью у Путина, якобы в Новоогарево. Но, как мы теперь уже видим, на самом деле в кабинете копии. Посмотрите, как расположена ручка и шов на стене. А вот билеты, которые покупали для Брилева на работе. 27 августа, в день выхода интервью, он летит из Сочи в Москву. А вот уже известный нам Павел Зарубин показывает эксклюзивные съемки из Новоогарева в начале сентября 2020 года. Только для этих съемок всей его команде зачем-то оформили командировку в Сочи. Операторы и продюсер Зарубина вообще часто летали в Сочи, но привозили они оттуда почему-то съемки как раз из Новоогарева. Путина в командировках сопровождают не только журналисты, но и, конечно же, офицеры службы безопасности. Например, сотрудник спецсвязи Матвиенко Никита Александрович. Его нам тоже любезно показал Павел Зарубин в одном из своих репортажей. Вот его заселение в отель «Дагомыс» в сентябре-октябре 2021 года. Она попала в одну из баз адресов, которые утекли в сеть несколько лет назад. А вот Путин в кабинете дубля в эти же даты. В общем, совпадений настолько много, что это уже никакие не совпадения. Кабинет-двойник находится на юге России. Точнее, где-то в Сочи. Точнее, мы даже можем сказать, где именно. Официальной резиденцией Бочаров-Ручи пользовались Хрущев, Брежнев, Суслов, Медведев и, конечно же, Путин. Туда часто приезжают иностранные гости. Там проводятся встречи на высшем уровне и рабочие совещания. Старое здание для приемов и встреч было построено еще в середине 20 века, и оно было немного неуютное. Сейчас его уже снесли. К Сочинской Олимпиаде на территории Бочарова-Ручья построили еще одно здание. Его журналистам впервые показали в феврале 2014 года, сразу после открытия этой самой Олимпиады. Сохранилась съемка. Алина Кабаева в жемчужном венце Дольче Габбана, деятели культуры и стоящий в сторонке задумчивый лысый мужчина. Еще не сменил деловой костюм на камуфляж. Как из дома приемов Новоогарева, здесь удивляет эстетичность. Неброские цвета, ковролин, деревянные панели на стенах. По словам нашего источника, который бывал в этой резиденции, именно тут Путину и построили кабинет-копию Новоогаревского бежевого зала. Но не сразу. Я думаю, что в 2012 году Путин искал себе новое предназначение. Конечно, его требования к собственной безопасности возросли кратно. Возросли кратно даже по сравнению с периодом, когда действительно существовал риск покушения на Путина со стороны чеченских сепаратистов. В 2012 году это была уже не угроза внутреннего покушения, да, каких-то людей, которых не добил Кадыров в горах Чечни. Это было ощущение того, что абсолютно реальным является, например, ракетный удар по его резиденции. Вот контракт на переделку этого здания. На первом этаже, согласно этому плану, должны были появиться две зоны – спортивная и рабочая, для совещаний и встреч. В рабочей зоне появился представительский кабинет. Точно так же в планировке дома приемов Новоогарева назывался бежевый кабинет Путина. Рядом с представительским кабинетом – сервизная. В Новоогарево такая комната называется чайной. В контракте указана дата окончания работ – 25 июня 2018 года. А спустя несколько недель на сайте Кремля впервые появляются снимки комнаты, которую мы позже опознаем как кабинет в Сочи. Помимо выключателей и швов на стене, у него есть и другие отличительные особенности. Столешница немного более темная и матовая, а на письменном гарнитуре немного отличающийся узор дерева. Например, на папке для бумаг есть такой порез, характерное темное пятно. Итак, сравниваем стол президента в Новоогареве и в Сочи. Сначала сочинский кабинет используется скорее как запасной. Путин наведывается туда не очень часто. Но в эпидемию ковида снимки из этого кабинета будут появляться почти постоянно. Как минимум треть своих совещаний из якобы Новоогарева Путин на самом деле провел из солнечного Сочи. Но не только. Ну вот Бочаров-Ручи ему очень нравился в свое время, очень нравился. Он туда любил звать и неформально пообщаться лидеров евразийских государств. Это действительно, он это делал любил. Сочи было очень любимым для него важным местом, остается для него важным местом, но там теперь тоже проходной двор.
Если вы еще не окончательно запутались в кабинетах, то сейчас я вас запутаю еще больше. Есть и третий кабинет, который выглядит почти точно так же, как первые два, и который тоже выдают за Новоогарева. Его мы нашли точно так же, как и второй сочинский, сравнивая с сотней снимков официальной кремлевской хроники. У него тоже есть свои отличительные признаки. Первый – это переключатель. Он находится ровно в центре панели, не так, как в оригинальном Новоогарева или в копии в Сочи. Второй – это шов на стене, вот та, что за головой Путина. Он находится сильно выше стыка панели. В этом кабинете есть свой письменный гарнитур, свой отличный узор на столе, и всего мы нашли более 150 снимков этого кабинета. Ну, это из тех, что мы смогли опознать. Давайте еще раз покажем, чем отличаются друг от друга три комнаты. Во всех трех помещениях шов на стене за Путиным находится на разной высоте. Вот так отличается расположение дверных ручек. Вот так в разных локациях расположены термостаты. А вот так выглядят стол и папка для бумаг. Именно в этом третьем кабинете Путин проводил совещание через несколько дней после пожара в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В этом пожаре погибли более 60 человек. Большая часть из них – дети. Спустя 2 дня после пожара Путин летит сначала в Кемерово и проводит совещание там, а потом возвращается якобы в Москву и проводит совещание якобы из Новоогарева. На самом же деле из какого-то другого места, замаскированного под подмосковную резиденцию. Куда же он зазвал половину правительства? Среди участников совещания Максим Орешкин, на тот момент министр экономического развития. Еще около 11 утра он был в Москве на коллегии Министерства экономического развития. А на совещании у Путина он уже был не позже 3 часов дня, когда были опубликованы первые фотографии. То есть вся эта дорога между совещанием в Москве и совещанием в этом кабинете заняла не больше 4 часов. Грубо говоря, это не какой-то бункер на далеком Алтае. И даже не кабинет в Сочи, ведь туда только долететь уже больше 2,5 часов. Вообще в этом кабинете не часто бывают живые люди. Он как будто еще более засекреченный, чем сочинский двойник. Где же он находится? Давайте снова посмотрим на командировки сотрудников российского телевидения в те даты, когда Путин пользовался своим третьим кабинетом. Вот командировочный лист Даниила Алабушева, одного из ассистентов режиссера, допущенных до съемок первого лица. В нем не указано, что именно он будет снимать, но маршрут этой командировки довольно необычный. Крым, аннексированный Россией полуостров на Черном море, и Валдай, город на северо-западе России. Не самый очевидный маршрут. Только если ты не снимаешь президента. Давайте посмотрим, что же делал Путин в период с 8 по 20 июля 2020 года. 20 июля он действительно был в аннексированном Крыму. А до этого времени как раз как будто бы работал в Новоогарево. Как будто бы. То есть, пока Путин работает в фальшивом Новоогарево, режиссеру прямой трансляции зачем-то ездит на Валдай. Однако в эфире ВГТРК никаких трансляций с Валдая за этот период не было. Это не единственное упоминание Валдая в командировочных листах телевизионщиков. Вот такие командировочные листы с длинным запутанным маршрутом оформляют сотрудникам, которые проводят трансляцию и запись совещания Путина. Для данного сотрудника необходимо заложить в смету следующие пункты. В маршруте командировки указать Москва, Сочи, Валдай, Санкт-Петербург, Сочи, Москва. Где во время этих командировок был Путин? Официально, все это время он вылетал из московского региона только один раз, в Пекин. Никакого Санкт-Петербурга, Сочи и тем более Валдая в его перемещениях вроде бы не было. Остальное время он работал в так называемом Новоогарево, а на самом деле в нашем тайном кабинете номер 3. Такие командировочные листы пишутся на будущее. В тот момент, когда график президента еще непонятен и неизвестен. И маршрут поэтому просят указать примерный, исходя из того, где обычно бывает президент. В Москве, в Санкт-Петербурге, в Сочи и на Валдае. На Валдае Путин официально, именно, подчеркнем, официально, якобы почти не бывает. Валдай – это не только старинный город и чудесный озерный край, но и неофициальное название еще одной государственной резиденции Путина. Формально она называется «Долгие бороды» или «Ужин». Эту резиденцию показывают очень редко. Когда-то Путин возил туда особо дорогих гостей. Последнее официальное совещание, которое открыто показывали в «Долгих бородах», было аж в 2000 году. С тех пор там многое изменилось. В 2021 году Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального рассказал о том, что вся эта валдайская резиденция разрослась до невероятных масштабов. Там появился спа-центр, корты, терема. Там же, по данным издания «Проект», живет Алина Кабаева, с которой, как утверждает издание, Путина связывают тесные отношения. Там же, по данным Центра досье, живут и дети Кабаева и Путина. Валдай называют любимой резиденцией Путина. По слухам, опять же,
Когда в марте 2022 года премьер Израиля Беннет выступал посредником между Путиным и Зеленским, и, собственно, целью его действий, целью этого посредничества было заставить их договориться о том, что они не будут стрелять по семьям друг друга, да, это было после того, как, собственно, как в Киеве были диверсионные группы, задача которых была убить Зеленского, да, вот в конце февраля, начале марта. Ходят такие слухи, да, но, собственно, Беннет посредничал между ними, чтобы договориться о неустранении друг друга, и одна из локаций, которая была в этой сделке, якобы, это Валдай. Вернемся немного назад. В 2016 году на территории резиденции построили павильон для проведения совещаний и встреч. Строила этот павильон та же компания, что занималась ремонтом Новоогарева и резиденции Бочаров-Ручей. Примерно в те годы, когда у Путина и появился его фирменный бежевый кабинет. Вот этот павильон, построен на месте теннисного корта. Его площадь чуть меньше, чем 400 квадратных метров. Этого вполне достаточно, чтобы разместить и бежевый кабинет, и вспомогательное помещение. Расположен этот павильон недалеко от старого здания резиденции. От Москвы до деревни Рощино несколько часов езды на машине или пару часов на вертолете. Недалеко есть аэропорт, и довольно быстро можно добраться от Санкт-Петербургского аэропорта Пулково. Несколько лет назад к резиденции провели специальную железную дорогу, и теперь Путин может добираться туда еще и специальным литерным поездом. Есть и другие признаки того, что частенько вместо Новоогарева Путин сидит в прохладных лесах Валдая. Недалеко от резиденции стоит дом отдыха Валдай Управления делами президента. Во время пандемии его несколько раз закрывали. Сейчас он тоже закрыт. Уважаемые гости, сообщаем вам, что в настоящее время дом отдыха Валдай закрыт на неопределенный срок для проведения ремонтно-строительных работ. Однако, когда санаторий закрывали во время ковида, он все же работал. Просто жили там уже не обычные посетители, а люди, сопровождающие первых лиц в поездках. В частности, сотрудники Центральной клинической больницы и члены специального летного отряда «Россия». Сведения об этом легко найти в открытом доступе на сайте государственных закупок. Мы изучили десятки таких контрактов и сравнили даты заселения с периодами, когда Путин появлялся в своем кабинете номер 3. И вышло, что каждый раз, когда в дом отдыха в Алтай заселялись врачи Центральной клинической больницы или сотрудники специального летного отряда «Россия», Путин работал как раз из своего кабинета номер 3. В 2025 году именно на Валдае состоялись общие сборы для детей, занимающихся двумя, казалось бы, далекими друг от друга видами спорта – художественной гимнастикой и дзюдо. Первая – это стихия Алины Кабаевой, вторая – любимый спорт Путина. А где-то среди участников сборов были и предполагаемые дети Путина и Кабаевой. У нас есть их фотографии, но мы не будем их показывать по этическим соображениям. Вообще-то, если подумать, так себе государственная тайна. Президент страны пользуется официальными резиденциями президента страны. Государственную тайну из этих перемещений сделал сам Кремль. Почему сведения об этом настолько засекречены, что понадобилось строить аж кабинеты-двойники? Более того, вовлекать в эту странную мистификацию сотни людей. Где-то с 2018 года происходит процесс абсолютного сращивания личного комфорта физического тела президента, вот того, которое есть, с государственной необходимостью. Да? То есть вот тело короля, оно перестает быть телом человека и становится огромным государственным гиперобъектом, в котором появляются клиники, секретные резиденции, вторая семья, по счету не параллельно с первой, все-таки супругой развелся. И все это уже работает не в смысле «давайте хотя бы делать вид», что президент подчиняется правилам, выполняет церемониал, а давайте построим все таким образом, чтобы президенту было просто удобно. И тот феномен, о котором мы с тобой сегодня говорим, он начинает расцветать именно в тот момент, когда он перестает быть обоснован только безопасностью, ощущением того, что он бы не хотел, чтобы западные партнеры знали, где он в данный момент находится, чтобы туда не прилетела ракета, но это все начинает управляться просто его «хочу». Вот как об этом рассказывал бывший сотрудник службы безопасности президента в интервью Центру «Досье». Будучи, когда вот он в Сочи, он остается в Сочи, но делается все, что как будто он улетает из Сочи. То есть пригоняют самолет, едет кортеж, а на самом деле он все так же остается в Сочи. Хотя, может быть, противодействие иностранным техническим разведкам, чтобы не догадались. А вот как об этом рассказывал один из наших источников. В ковид вели такую практику. Он приезжал в ЦКБ, а по телевизору показывали, что он в Сочи. И город даже перекрывали. Прикомандированные к Путину сотрудники государственного телевидения тоже часть этой большой конспирации. В утечке писем сотрудников УГТРК мы нашли очень любопытный документ. Это приблизительный план поездок сотрудников.
кто где находится. Такая перекличка. Время – середина октября 2020 года. Согласно этому плану, некий Мельников находится в Сочи. Сравнение с другими командировочными листами и письмами не оставляет сомнений. Речь идет об Андрее Мельникове, операторе передачи «Москва, Кремль, Путин». Вся команда передачи, судя по документации, уже несколько недель сидит в Сочи, хотя зрителям они показывают, будто бы берут интервью у Путина в Подмосковье. Но присмотритесь к интересному примечанию. Сводки поставили Завидова. Так попросили. И действительно, в другом документе, общей сводке командировок, который рассылают сотрудникам компании, в этот же день написано, что Мельников якобы был в Завидово. Это не единичный случай такого внутреннего подлога. Чаще всего ответственных за такие командировки с Путиным просят просто не упоминать их в общих сводках. Если посмотреть на опыт лидеров так называемых президентских монархий Ближнего Востока, семья Асадов, йеменские президенты, Муаммар Каддафи, то мы увидим очень интересную вещь. Мы увидим, что, во-первых, все они так или иначе в какой-то момент начали разделять официальные резиденции, президентский дворец и место, где они находятся. По одной простой причине. Собственно говоря, в самой формулировке «дворцовый переворот» заложено объяснение того, почему Путин не очень нравится в Кремле, теперь не очень нравится в Новоогарёво и не очень нравится в Сочи. В тот момент, когда какая-то локация становится официальным дворцом, то есть проходным двором, да, куда может попасть кто угодно, возрастает чувство небезопасности. В голове начинает биться страх. Теперь у нас на руках уникальный архив перемещений Путина, самая охраняемая государственная тайна. И благодаря нему мы можем с большой точностью рассказать, где же именно Путин принимал самые страшные свои решения, куда уезжал укрыться от мирских невзгод и кому из своего окружения он доверяет больше всего. Вот, скажем, первые сообщения о стягивании российских войск с границы с Украиной. Конец марта-апреля 2021 года. Путин в это время часто выходит на связь с Валдая. Почти весь карантин в 2020 году и большую часть 2021 года Путин провел между Валдаем и Сочи. В 2022 году журналист Михаил Зыгорь писал, что в этот период времени, спрятавшись на Валдае, Путин особенно много общался с бизнесменом Юрием Ковальчуком. Это сооснователь Банка России, чьим структурам как раз принадлежат земли вокруг резиденции. И что именно этот человек тогда сильно повлиял на мировоззрение Путина. Декабрь 2021 года. Новое стягивание войск с границы. Подготовка к вторжению России в Украину. 7 декабря Путин говорит с Байденом по видеосвязи из Сочи. А уже 9 октября он снова на Валдае. Туда же он уехал и сразу после объявления так называемой специальной военной операции. 21 сентября 2022 года Путин объявил мобилизацию. И пока одни люди получали повестки, а другие бежали от мобилизации через Верхний Ларс, Путин наслаждался морским воздухом в Сочи. В начале ноября того же года российские войска отступали из захваченных ранее украинских областей. 10 ноября Минобороны объявил об отводе войск из Херсона и Харьковской области. Путин, встретив эту новость в Москве, вскоре улетел в Сочи. С тех пор Путин начинает все чаще игнорировать сочинский кабинет, словно он не фартовый. С февраля 2023 года этот кабинет практически перестает появляться в официальной кремлевской хронике. Мы снова увидим его лишь спустя много месяцев, в октябре 2025 года. Несмотря на то, что там создано несколько позиционных районов ПВО, это достаточно близко к Украине, и дальнодействие дроновых войск украинских, оно позволяет устроить там много веселья. Поэтому все-таки до Валдая дальше, он лучше спрятан, и там топография лучше. Ну, это в лесу, это резиденция в лесу. А в Сочи это резиденция в горах на достаточно открытом месте. Ну, она видовая. Понимаешь, да? То есть, когда ты строишь себе видовую резиденцию, чтобы ты мог видеть и гору, и море. Это не только ты видишь море, но и тебя с моря тоже немножечко видно. Да? Поэтому Сочи из обоймы любимых резиденций выпало. А вокруг Валдайской резиденции, наоборот, появились системы противовоздушной обороны. Путин начал перемещаться уже между не 3, а 2 одинаковыми кабинетами – оригинальным и валдайским. Интересно, что, по всей видимости, в прошлом году чей-то зоркий глаз заметил проблему с тумблером, и в валдайском кабинете его переставили. А вот линия над флагом осталась. С начала 2025 года Путин перестал пользоваться своим настоящим кабинетом в Новоогарёве. Почти все совещания, которые он проводил в бежевом кабинете, были сняты в кабинете-двойнике на Валдае. В Новоогарёвскую резиденцию он приехал один раз, встретился там с лидерами парламентских фракций и записал из настоящего кабинета видеообращение к участникам конкурса интервидения. Это связано с
тремя аспектами безопасности. Первое — это ПВО. Будет очень некрасиво ставить панцири на кремлевские башни. Будет еще более некрасиво ставить панцири на, система защиты там, зенитными пулеметами и противоракетами панцирь. Будет очень некрасиво ставить панцирь на перекрестках Рублевского шоссе. Это прям некрасиво. И поэтому, собственно говоря, и Валдай. В 1996 году какое-то количество американских ученых были в гостях у тогдашнего президента Йемена. Там был очередной виток гражданской войны. И вот они тогда увидели впервые на президентском дворце в Сане комплексы ПВО советские, прямо на крыше. Да, это немного слишком. Я думаю, что сейчас ближе всего мы к Саддаму Хусейну. И в смысле секретных резиденций, и в смысле того, как работает система вообще защиты информации о местонахождении первого лица и его семьи. Мы не будем спекулировать о двойниках, но это нам и не нужно, да, потому что мы понимаем, что это, конечно, уже такой... То есть сегодня это больше всего действительно похоже на то, как жил Хусейн. Вот, я бы так сказал. Это уже не Берлускони, это уже не Хафиз Асад. Это, конечно, уже ближе всего к Саддаму Хусейну.